Это Михаил. Он сидит у костра и является новобранцем Красной Армии. События происходят в Великую Отечественную войну, когда Красная Армия пыталась захватить Кельвитию. У Михаила была очень тяжелая судьба. Его отца убили пару месяцев назад в Кельвитии, и из родных у него никого не осталось. Друг остался у него только один. И это я. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мистер Бэр. Сегодня у нас будет очень интересный ролик по режиму Роблокса, который называется Германия РП. В этом режиме, где ты можешь стать либо советским солдатом, либо немцем, мы будем проживать необычную историю за советского солдата, чью предысторию я уже рассказал, понимаете? Ну что ж, я вам желаю приятного просмотра, ведь мы начинаем! Служба в Красной Армии у Михаила начинается со знакомства с Когом, который был родом из Армении, и тоже у него была очень тяжелая судьба. Их первым совместным делом было убийство одного немца, который не давал никакой информации Красной Армии. Также подразделения Михаила и Кога обороняли небольшой населенный пункт недалеко от Кельвитии. Но как бы, что там никто не живет уже, это нас не должно волновать. Вместе с Когом они атаковали даже и саму Кельвитию. А после первого совместного нападения на Кельвитию, они познакомились с капитаном и еще одним военным в Красной Армии. И у них созрел план. Группировка, состоящая из Михаила, Кога, капитана и Ника, должны были напасть на Кельвитию через холм. Как бы незаметное нападение, чтобы никто из них не пострадал, и немцы были в шоке от их скрытого нападения. По пути в Кельвитию 4 красноармейца обыскали небольшой городок, который тоже находился недалеко от самой Кельвитии. К счастью, в этом городе не нашли никакого немца, и было принято решение продолжить путь. К сожалению, по дороге в Кельвитию на них напал еще один немец, который убил Ника. Второе нападение на Кельвитию оказалось намного лучше, так как трое красноармейцев смогли дойти аж до центра Кельвитии. Но, к сожалению, им пришлось вернуться. Но зато на базе они познакомились еще с одним капитаном, которого звали Док. Опять по дороге в Кельвитию у Кога созрел план о новом нападении. Уже новая группировка, состоящая из Михаила, Кога, капитана Дока и брата-близнеца Нику, которого звали Никес, должны были напасть морским путем на Кельвитию. Большинство согласились, что это хороший план. Красноармейцы уже прибыли в порт, но, к сожалению, их настигла одна проблема. К сожалению, в гавани, в которой располагался порт, не было никаких кораблей, не говоря уже и о лодках. И после такого разочарования оказалось, что Никес оказался предателем и избежал от красноармейцев. Продолжив свой путь после порта, 3 красноармейца познакомились еще со своим одним собратом, который служил тоже Красной Армии, и его звали Даник. Следующее нападение красноармейцев было на военную часть немцев. Хоть и, к счастью, умерла куча немцев, но и красноармейцы потерпели значительные ранения. В какое-то время Михаилу пришлось проваляться в госпитале после нападения на воинскую часть. Сразу после выздоровления Михаилу назначили правой рукой капитана Дока перед, возможно, влияющим нападением на Кельвитию. И капитан озвучил план. Рота, состоящая из 8 человек под предводительством капитана Дока, отправлялась на танки на Кельвитию. Их цель была как можно больше убить немецких офицеров и солдат, возможно взять военных и в лучшем случае снести правительство в Кельвитии. Танк был готов, как и рота. Танк успешно прибыл к Кельвитии, и сразу красноармейцы начали серьезную атаку на Кельвитию. На Михаила легла ответственное задание. Его задачей было проверять здание на наличие немецких офицеров и солдат, и если они там оказывались, то их сразу же убивать. После проверки всех зданий Кельвитии
он решился напасть на центр города, что, к сожалению, стало его роковой ошибкой. Михаил снова оказался в госпитале и долго восстанавливался от второго ранения. Но он все равно вернулся к военному делу, продолжил служить Красной Армии. Он много совершал набегов на Кельвитию. К сожалению, жизнь трагически обрывается у Михаила во время сражения с немцами. Его машина взрывается на мине, из-за чего он теряет ногу, а также 2 руки. Михаил мог бы принести намного больше пользы своей родине, если бы не взорвался на мине в столь ужасный день. Однако Михаил был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Дорогие друзья, я вас благодарю, что посмотрели этот ролик, и если вам этот ролик понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что над этим роликом я очень сильно запарился. И также мы почти достигли 1500 человек на нашем канале. Нам осталось совсем чуть-чуть. Так что обязательно подпишись. Ну, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.